Ребят, привет! Как видите, старый забор уже давно свое отслужил, и пора его менять на современное решение. Поэтому в этом видео мы покажем, как установили межсоседский забор с 3D-панелями и горизонтальными бетонными пассетами. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, первое, что необходимо сделать, это заглянуть в генплан и определить, совпадает ли старый забор с топографией участка. В нашем случае отклонение с одной стороны составляет 20 см. И чтобы в дальнейшем не потерять эту отметку, необходимо натянуть шнурку ровно на границе наших двух территорий. С одной и с другой стороны устанавливаем вертикальный брус и, используя нивелир, натягиваем шнурку. И тем самым убиваем двух зайцев. Первое. Получаем ориентир нового забора. А второе. Определяем высоту по всей его длине. По нормативу нашего сообщества высота забора между соседями может составлять максимум 1,8 метра. Высота нашей постройки будет 1,75. С высотой и расположением нового забора определились. Теперь можно заняться демонтажем старого. Но тут не все так просто. Наша соседка занимается разведением собак. Порода бернский зенлихунд. Это бдительная и добронравная пастушья собака. И как раз пару месяцев назад появилось новое потомство, которое, естественно, носится по всей территории. Их необходимо как-то сдерживать. Поэтому старый забор на время возведения нового переносим на 1,5 метра к соседям. Вооружившись 20-сантиметровым буром, болгаркой и жгутами, за пару часов увеличиваем свой участок на 1,5 метра по всей его длине. Подписывайтесь на наш инстаграм. В нем мы ведем свою личную жизнь помимо стройки. Смотри. Смотри, как классный. Все, я забираю, все. Такой классный. Старые металлические столбы в свое время были забиты механическим путем прямо в землю, без бутования и бетонирования, поэтому вытащить их из земли не составило никакого труда. Натянул обратно сетку и временно закрепил на жгутике. Готово. Так как я делаю забор первый раз в жизни, прежде чем вам что-то полезное показывать, я естественно потренировался на первых 5 столбах. Теперь могу поделиться своим опытом. 3D-панель имеет стандартную длину в 2,5 метра. Но это не значит, что столбы ставим на этом расстоянии. Существуют разные крепления. Или металлический хомут, или застежка,
или пластмассовый фиксатор на саморезе. И у каждого крепления свои размеры. Советую взять 2 столба, поставить сетку с выбранными креплениями и померить точное значение между столбами. Это будет самое правильное решение, поскольку, например, пластмассовый фиксатор дает вам возможность ошибиться всего лишь на 2-3 мм в каждую сторону. Сначала вычисляем расстояние между столбами. Бурим лунку на глубину промерзания. В нашей стране это не более 70 см. Я бурился на сантиметров 90, поскольку в лунку насыпал еще 20 см щебня. Щебень не гидроскопичен, он не подтягивает в себя воду как песок, поэтому отсекаем песок от воды именно щебнем. И в обязательном порядке утрамбовываем его ручным утрамбатором. Примеряем столб, высоту которого выводим по шнурке. Учитывайте, что шнурку натянуть на длину всего забора без провисания невозможно. Далее берем канализационную оранжевую трубу, отмеряем 70 см и, отрезав лишнее, устанавливаем в лунку. Труба необходима, чтобы при морозном пучении земля не поднимала столб, а наоборот скользила по гладким стенкам пластмассовой поверхности. Внешнюю часть трубы засыпаем песком вперемешку с щебнем. Также обязательно утрамбовываем. Вычисляем местоположение следующей лунки. Для наглядности стал использовать сетку как образец. Так уж точно меньше вероятность ошибиться. В столбе диском по металлу прорезал П-образное отверстие, для того, чтобы при заливке бетона цемент попадал внутрь столба для более прочной конструкции. Примеряем. Выравниваем уровнем. А также можно использовать приемник для нивелира. Вот такие крепления мы выбрали. Они прикручиваются саморезами. Далее напиливаем колья для фиксации столбов при заливке бетона. Такой способ придумал сам, не видел, чтобы кто-то еще его использовал. Конструкция проста. Вбиваем 2 колышка по обе стороны и 2 горизонтальными досками зажимаем столб. Получается довольно надежно. Для крепления горизонтальных бетонных пассетов используются вот такие бетонные основания. На рынке предложений есть еще металлические скобы, но это уже другая история.
Но прежде чем что-либо выравнивать или заливать, я решил всю сетку прикрепить на жгуты к столбам и еще раз убедиться, что все стоит на своих местах. И выяснилось, что один столб пошел в самоволку. Правда, ушел он всего на 5-7 сантиметров, но это достаточно, чтобы я взял лопату и перекопал. Лучше на данном этапе строительства потратить лишнее время, чем потом всю жизнь винить себя, что просто поленился переделать. Пришло время для выравнивания оснований. Для этого, вооружившись длинным брусом и уровнем, вычисляем, насколько необходимо нарастить или срезать канализационную трубу. В следующий раз сделал бы намного проще. Выставил бы лазер и одним махом выбил бы один уровень по всей длине забора. Почему я так сразу не сделал и мучился с этим бревном, не знаю. Видимо, это и называется опыт. Почти все трубы стояли вровень, только две пришлось нарастить, а одну обрезать. Вот эту трубу необходимо срезать. Намечаем линию среза и аккуратно болгаркой срезаем все лишнее. Сегодня займемся бетонированием столбов. Для этого приобрел готовый бетон фирмы Baumit B20. В инструкции написано «Все сделайте как обычно». Так и написано. Но я так и сделал, к смеси добавил на глаз воды. Что могу сразу посоветовать? Сначала обязательно наливайте в бетон-мешалку воду, а только потом бетон. В противном случае придется вот так отковыривать раствор от стенок. А если все сделать правильно, то даже останется время отдохнуть, пока техника работает. Выливаем готовую смесь и пока она еще тепленькая, сразу же закинем ее в трубу. Далее в обязательном порядке вибрируем бетон или металлическим прутом, или, как в моем случае, бетонным вибратором. Делается для того, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и пустот внутри смеси. Вот что получилось на данной стадии.
Через пару-тройку дней можно смело снимать крепежные элементы для столбов. Подсыпаем песок вровень с верхней частью трубы, трамбуем и получаем идеальную площадку под бетонные основания для крепления пассетов. Бетонные основания заказывал специально для металлических столбов соответствующего диаметра. Мы их устанавливали сверху столба, поэтому, чтобы столб не поцарапать, защищали его армированным скотчем в 2 слоя. И вот таким образом аккуратно насаживали основание сверху вниз. Другого варианта просто нет. Если сначала установить основание, а потом внутрь его установить столб, то заполнить всю канализационную трубу бетоном через вот эти мелкие отверстия не представляется возможным. А как провибрировать? В общем, берем скотч, проклеиваем все столбы и сверху ставим основание. Заказал бетонные пассеты. Изготавливаются под нужный размер вплоть до миллиметра. Максимальная длина 2,8 метра. Весят около 100-120 кг, в зависимости от длины. Одному, естественно, не осилить. Позвал на помощь верных помощников. Валера и Антон, огромное вам спасибо за помощь. Я в первый же день сорвал себе спину. Пока несешь пассет, вроде контролируешь спину, но когда устанавливаешь паз, вот в этот момент не до контроля. В общем, 2 недели поясница постоянно себе напоминала. Один пассет пришлось уменьшать в размерах. Или я ошибся в замерах, или сделали длиннее нужного. Режется болгаркой алмазным диском. При срезе обнаружили, что при производстве внутрь пассета кладут 3-4 армопрута диаметром 8-10 мм. Ну, приятно. С первого раза не залезла. Пришлось подпилить, и все встало на свои места. На вторую партию пассетов потребовался помощник моему помощнику.
Ладно, побежал помогать. Дальше необходимо сделать отверстие между металлическим столбом и бетонным основанием, чтобы внутрь не попадала вода или снег. Применил тот же бетон B20. Для проталкивания смеси внутрь достаточно постучать по столбу для создания вибраций или использовать тонкий острый предмет. Шов формировал обычным ножом. Конечно же, без косяков не обошлось. После установки пассетов даже невооруженным глазом стало видно, что один столб установлен значительно выше других. Думал оставить как есть, но в общем пришлось переделывать. Приподнял два пассета и срезал болгаркой по кругу нужную высоту фундамента столба. Получилось. Для временной фиксации 3D-сетки использовал не струбцины, а обычные пластмассовые жгутики. Они дают возможность свободно регулировать нужное положение панели между столбами. Сетку крепил на заранее выбранные крепления, на саморезы, по 3 штуки на каждый столб. Эти крепления смотрятся гораздо эстетичнее, чем стандартные П-образные, хотя в разы дороже. Замеряем последнюю панель, отрезаем лишнее и монтируем. Подсыпаем песок под пассеты. Проливаем водой.
Сверху накидываем земли, разравниваем и получаем готовый результат. Если есть замечания, ждем их в комментариях. Спасибо за просмотр. Встречаемся в старых и новых видео. Ну а пока, всем пока-пока.